Друзья, дорогие весы, здравствуйте! Совсем скоро июль, а значит пришло время нам с вами на него погадать. В руках у меня карты Таро Муха, они называются. Откуда такое название? Когда-то давно, но не очень, на границе 19 и 20 веков в мире и в Европе по разным причинам известным случился невероятный подъем культуры и искусства, в том числе изобразительного искусства. В числе прочих, в то время творил известный ныне очень чешский живописец Альфонс Муха. По мотивам его картин и созданы эти карты, поэтому они так и называются, Альфонс Таро Муха. И он был в основном театральным художником, рисовал театральные афиши и страшно вдохновлялся женскими образами. Почти на всех его картинах изображена женщина, молодая, здоровая, красивая и очень довольная жизнью. Главной его музой была Сара Бернар, самая известная актриса всех времен. И в этой колоде карт тоже женских образов больше, чем в обычной. Вот, например, вместо дурака здесь дурочка, вместо дьявола дьяволица, вместо отшельника отшельница. Ну, вы поняли. И заметьте, как меняется смысл слова, смысл понятия. Первые три карты для весов расскажут про работу. Итак, ваша работа. Ну что же, хорошее начало для гадания. Очень счастливая карта вам выпадает. Это туз кубков, подарок, она называется буквально. И вот подумайте, что вы в своей профессиональной сфере или в своем бизнесе, в своем творчестве или в своей учебе расценили бы как подарок. Подарком может быть назначение на новую должность, подарком может быть новая работа, подарком, в конце концов, может быть просто признание или какое-то поощрение от начальства. Правда, считается, что туз кубков чаще предполагает подарки нематериальные, такие более эмоциональные или чувственные. Кроме того, карта имеет непосредственное прямое отношение к любви. Я могу предположить, что многих весов ждет служебный роман. И не просто служебный роман, от которых я, кстати, вас активно предостерегаю в своих программах «Вопросы и ответы», а встреча настоящей любви. Но соседние карты должны нам уточнить, описать детали происходящего. Дальше, следующая карта. Старший аркан, большая, исключительно счастливая карта «Мир». Она завершает, это 21-й аркан, карта завершает ряд старших арканов в колоде Таро, то есть всю цепочку замыкает. Обозначает она две вещи: окончание чего-либо, как правило, счастливое, и гармонию, наступление вот удивительной гармонии. Это тот момент, когда вы попадаете на свое место и в самое подходящее время. Сочетание карт очень вдохновляющее, очень счастливое. Вы можете рассчитывать на исполнение какого-то, знаете, большого, невероятно большого желания, связанного с работой. Высшие силы, ангелы предлагают вам нечто вроде подарка. Идеальное место работы или идеальные отношения с коллегами и с начальством. А для кого-то это будет волшебная, чудесная, очень гармоничная смена работы, или даже больше, не смена работы, а смена, возможно, даже рода деятельности. Интересно, что и обе эти карты, и многим это понравится, я думаю, не предполагают активного вашего вмешательства, участия. Вы уже все, что нужно и не нужно, сделали. Теперь вам остается только наслаждаться плодами своих трудов. И опять же вернемся к теме любви. Карта «Мир» описывает, знаете,
такую безупречно счастливую любовную историю. Поэтому присмотритесь, вполне возможно, что вы где-то на работе или в связи с работой, или по дороге на работу встретите главную любовь вашей жизни. Хотя, конечно, лучше любить сначала саму работу. Про любовь у нас тоже здесь будут карты отдельные. И третье. Здесь. Ну, посмотрите, это уже чересчур. Это уже как бы нам даже пересластили. Шестой аркан. Карта влюбленные. Вот видите, как мы с вами сразу догадались, что на работе многие весы будут не работать, а переживать какую-то интересную чувственную историю. Ну, карта влюбленные, здесь название говорит само за себя. Да, она всегда описывает пару, удивительно близкие отношения между двумя людьми. А в целом же, если мы отвлечемся от романтической темы, карта влюбленные обозначает выбор. Знаете, такой большой, крупный, судьбоносный ваш жизненный выбор, когда ваша жизнь разделяется на до и после. В целом я могу сказать, что выпадает вам, безусловно, возможность поменять, например, работу радикально, принципиально, а может быть направление в бизнесе. Выбираете вы это все сами. Но почему? Потому что небеса помогают, потому что звезды так сходятся. Это возможность, как любой туз кубков, это шанс, это нечто, что кажется волшебным. Как, знаете, вот по мановению волшебной палочки вдруг исполняется мечта. Если вы на июль планируете трудовые подвиги, то, безусловно, они у вас состоятся. Даже скорее здесь уже более мы видим результат. Туз кубков – это премия, карта мир – это завершение трудного, но интересного проекта. И карта влюбленная – это новый выбор, это момент, когда вы беретесь за новые обязательства с достаточным риском, но, возможно, и с чьей-то поддержкой, и с кем-то в паре. Конечно, с такими счастливыми картами новую работу не просто можно найти, но как будто бы вам ее сами звезды протягивают. Счастливые карты, крупные и, самое главное, безупречные. Они вот в таком редком сочетании ложатся. Все настолько хорошо, что мне даже нечего вам посоветовать. Ну, разве что, знаете, карты крупные, то есть жизнь масштабная у вас профессиональная предполагается, поэтому не мелочитесь, не бойтесь, не ленитесь. Самое время как-то развернуть всю эту историю в лучшую сторону, к лучшему. Теперь про деньги для весов. Тройка жезлов рассказывает про ваши денежные дела и тоже захлебывается от оптимизма. На тройке жезлов, видите, здесь человек страшно довольный собой. Мы видим это по его позе. Открываются перед ним счастливые новые горизонты. Для вас эти горизонты денежные, финансовые, что вполне объяснимо, если вы получаете новую должность или получаете новую работу с хорошей зарплатой. Тройка жезлов советует вам не останавливаться в разных ваших денежных, финансовых начинаниях. Вот все, что вы начали, связанное с деньгами, в июле обязательно должно продолжаться. Даже если сейчас вам не кажется это перспективной. Если вы, например, хотите продать там что-то большое, дом или квартиру, это никак не получается, то вот как раз тройка жезлов говорит: продолжайте. Результаты не заставят себя ждать, но вы должны видеть цель и игнорировать препятствия. Все как всегда. Далее про деньги.
Для весов крупная денежная карта рыцарь Пентаклей обозначает активное продвижение ваших финансовых дел. Это та же самая сделка, которая долго тянулась, откладывалась, а теперь она состоится. Это сообщение о повышении зарплаты, безусловно. Это какие-то другие доходы, может быть, не ваши, а вашего близкого человека. Ловите исключительно хорошие новости, связанные с деньгами. Рыцарь Пентаклей – это приток денег, буквально купюр, денежных средств, разных нулей в вашу жизнь. А кроме того, карта фигурная и может обозначать человека полезного. Это выгодное знакомство, это может быть чья-то поддержка, чьи-то вложения в ваш бизнес. Это человек, которому, безусловно, можно доверять, как минимум проконсультироваться о денежных делах. Он знает толк в деньгах. Человек, который знает толк в деньгах. Спешит к вам на помощь, навстречу. Ага, ну вот видите, первая такая немножко тревожная карта, появляется 8 мечей. Тоже на иллюстрации мы смысл примерно угадываем. Молодая девушка здесь связана, ощущает давление и несвободу. Но судя по пейзажу, по фону, она переживает какую-то эмоционально болезненную историю. Да, действительно, 8 мечей – это достаточно плохая карта. Она говорит о давлении, она предсказывает определенную несвободу, вашу связанность денежными делами, зависимость от, скажем, каких-то выплат регулярных. Она не обозначает денежного дефицита. Вот это вот не нужно путать. Карта это настроенческая, она про эмоции. Судя по всему, как раз вот с деньгами, как таковыми, у вас все будет хорошо. Но вы позволите себе либо слишком на эту тему переживать, либо вы позволите кому-то очень сильно вмешиваться в ваши денежные дела. А появление 8 мечей в гадании – это всегда срочный совет. Избавляться от этой несвободы всеми силами, всеми средствами, потому что дальше будет хуже на самом бытовом уровне. Вот эта 8 это может быть давление начальства, которое к вам благосклонно, много вам доверяет, даже повышает зарплату, но при этом и спрашивает в разы больше. И 8 мечей это еще и переработки ради денег. Это очень большая вообще в целом нагрузка, занятость, тоже связанная с заработками. Я не могу сказать, что в таком соседстве карта исключительно плохая, но все равно проблему эту лучше решать, не доводить до 9 и 10. А теперь любовь. Интересная тема, наверное, для июля. Июль по-прежнему остается у нас романтическим месяцем, подходящим для любви. Многих ждут, я думаю, курортные романы. Это самое, что на поверхности напрашивается. Но про любовь, про ваши сердечные дела вам расскажут 6 мечей. Ох, много всего она вам расскажет, конечно. Карта очень многослойная. 6 мечей обозначает перемены в вашей личной жизни, романтической, в вашем статусе семейном. Очень многое все поменяется. Сильно нарушатся планы. Все будет не так в июле, как вы думаете сейчас. Немножко срочно, немножко с риском, немножко под давлением обстоятельств. Но все равно перемены очень большие. Если вы рассмотрите карту, здесь лодка, море. А его просто так бы здесь не нарисовали в старые времена. Путешествие за море. Любое дальнее путешествие – это было путешествие за море. Поэтому предполагаются для вас перемены самые-самые большие. Кто-то, вы здесь плывете от одного берега к другому. Кто-то покидает берег одиночества и отправляется к берегу любовь.
Кто-то покидает, наоборот, брак. Кстати, развод очень часто шестерка мечей обозначает. Кто-то покидает конкретного человека, расставание в связи с дорогой, например, с разлукой. А возможно, кто-то покидает вас. Ну, шестерка мечей почти всегда какую-то дорогу предполагает, какое-то географическое перемещение. Кто перемещается здесь, конечно же, вам виднее. Совет шестерки мечей очевидный: не препятствовать этим самым переменам. И на все, что предлагает судьба вам в категории личная жизнь, соглашаться. Потому что эти перемены абсолютно неизбежные, неустранимые и в конечном итоге будут для вас к счастью. Если вы сейчас в отношениях, отношения поменяются, или, может быть, вы расстанетесь. Если вы в браке, то же самое ждет ваш брак. Если вы ждете нового знакомства, то оно вполне может состояться. Но новые знакомства по шестерке мечей бывают, как правило, очень необычные, своеобразные. Это знакомство в дороге или где-то далеко от вашего дома, в другой стране. Вот про курортные романы мы же заговорили. Знакомство романтическое, которое очень сильно поменяет вашу жизнь, возможно, заставит вас переехать, да, к жениху. И далее про любовь. Король. Король кубков – это, безусловно, портрет вашего героя. Любящий, романтический мужчина. Сопутствует вам в июле. Это парень месяца для вас. Портрет короля кубков. Часто, в буквальном смысле, водный человек. Рак, скорпион или рыбы. Но не это главное. Самое главное, что король кубков умеет любить, он умеет много чувствовать и умеет эти чувства показывать, что ведь не за всеми водятся, не всем это дано. Король кубков красиво ухаживает, признается в любви, дарит подарки, пишет стихи и, в общем, показывает самый-самый романтический настрой. Правда, считается, что все персонажи масти кубков в колоде Таро очень непостоянные. Они не должны вызывать у вас безусловного доверия. За красивыми словами могут оказаться не такие красивые намерения, но тем не менее. Это любящий, влюбленный мужчина. Есть портрет. Король, считается, что король – это мужчина примерно вашего возраста, плюс-минус, но без большой разницы в возрасте. Однако не слишком юный сам по себе. Видите, перемены. Все к знакомству складывается. И дальше. Паш. И опять же кубков. Ну, слово знакомство я произнесла, теперь мы от него не уйдем. Эта карта действительно дословно так называется посланник истинной любви. То есть вы встречаете здесь чувства, вам предстоит влюбиться, вам предстоит свидание, обещания, ожидания, расставание и так далее. Это очень романтический месяц для вас, какой-то безупречный. Если ваш вопрос чуть-чуть про другое, например, вы спрашиваете с серьезными намерениями ли этот человек, который рядом с вами, нынешний или какой-то будущий, боюсь, мы здесь про это ничего не скажем. Про серьезность намерений, долгосрочность отношений карты умалчивают. Здесь скорее вам достается любовь ради любви, роман ради романа. И похоже, что это как-то очень близко к вашей работе или к вашему бизнесу. Практически, знаете, такие дружеские симпатии, такие карты исключают. Здесь речь идет именно про трогательную, нежную любовь, которая вот так вот меняет вашу
вашу жизнь. Причем это знакомство и даже сама любовная история могут проходить вот на фоне дороги или где-то в путешествии для вас, в поездке на курорт или в командировке. Мы же связываем это как-то с работой. Ну, весам стоит подготовиться морально к сильным, к сильным чувствам. Следующая тема гадания у нас семья, дом-семья. Ого! Это ваш месяц, безусловно, весы. Я могу сказать, что вы по сравнению с вашими соседями по зодиаку безусловные фавориты. Очень хорошие карты вам попадают. Про дом-семью, про вашу недвижимость расскажем. Туз кубков, туз пентаклей. Самая счастливая карта в колоде Таро вам выпадает. Раньше считалось, что после появления туза пентаклей гадать дальше не нужно, ибо можно спугнуть птицу счастья, можно спугнуть удачу. Но в ваших руках остановить сейчас видео, не досматривать расклад до конца. А я все-таки продолжу. Вот туз пентаклей, абсолютно классическая иллюстрация здесь на этой карте, абсолютная классика жанра. И тоже все понятно. Ворота. Туз пентаклей – это всегда ворота, это какая-то дверь, это дорога в новую жизнь, какую-то в новую реальность. Поэтому в связи с домом, это сам ваш дом, это новый дом, это возможность въехать в новую квартиру, которую наконец-то достроили. И это, в конце концов, знаете, сцена, когда новобрачные входят в свой новый дом. И для того, чтобы начать свою новую главу в жизни, свое новое счастье, туз пентаклей, безусловно, вас одаривает. Это подарок, это прибыли, это какая-то очень удачная бюджетная семейная операция, большой доход семьи, радостные новости о доходах семьи, крупные покупки или продажи чего-то. Вообще туз пентаклей карта достаточно всеобъемлющая, и он обещает подарки самого разного уровня. Так, например, для вас подарком может случиться поступление любимого ребенка в университет, о котором он мечтал. В любом случае, это состоятельность. Карта это очень ресурсная. Она говорит про достаток, про здоровье, кстати, туз пентаклей. Это и выздоровление, абсолютное исцеление, излечение ваше или кого-то из родственников от болезни, например, тяжелой. Далее, как нарочно, маг, первый аркан вам выпадает, или, как мы уже договорились, магиня. Посмотрите, здесь женщина. Мы не говорим магиня, да, мы чаще говорим фея. Карта маг говорит обещает вам очень деятельное время, связанное с домом и вообще с семьей. Этой магиней можете быть вы, в ваших руках волшебная палочка, и все, что вы задумали, вы воплощаете как по волшебству. Это опять же домашние и семейные дела, это и организация нового дома, и создание новой семьи. Любое ваше желание, связанное с домом, сбудется, стоит вам только захотеть. Карта маг очень цельная, персональная и даже эгоистичная. Она говорит, что сбудется вот какое-то именно ваше желание. Вы исполните какое-то свое собственное желание. Вы на редкость активно, самоотверженно позаботитесь о себе. Вы создадите для себя, например, новый уютный дом, о котором давно мечтали. Взмахнете волшебной палочкой и купите квартиру мечты, на которую давно откладывали.
Карта Маг, кстати, есть совет. Всегда имеет отношение ко времени. Она торопит. Она говорит, что вот эти шансы, связанные с домом, ни в коем случае нельзя пропустить. И нельзя свои затеи откладывать. Карта и обе рядом лежащие отвечают «да» на любой вопрос, заданный вами по этой теме. Надо ли покупать что-то большое для дома? Да, надо. Надо ли, например, съезжаться с любимым человеком, жить одной семьей, одним столом, как говорят? Да, надо. Ну и так далее. Вы волшебница, и вам все можно. Ну, посмотрите. Это уже не смешно, действительно, как будто бы я выбираю карты колесо фортуны. Только что я вам сказала, что туз пентаклей – это самая счастливая карта в колоде Таро, но с ней спорит колесо фортуны. Тоже самая счастливая карта в колоде Таро. Просто это младшая аркана, а это старшая. Но примерно по своему градусу, по накалу счастливости карты эти одинаковые. Судьба как будто бы возьмется за вашу семейную жизнь, за ваши семейные дела, бюджетные даже дела, и осчастливит вас, ваших детей, ваших старших родственников, любых других родственников, которые под руку этой самой судьбе попадут. Но колесо фортуны все-таки колесо, обещает она перемены, и переезд вполне возможен. Но с такими соседями переезд, конечно, исключительно счастливый. Спасибо.